Процесс восстановления пайкой. Что это такое и зачем оно нужно? И да, всем привет, как всегда. Итак, значит, рассмотрим сегодня интересную тему, а интересная тема будет она потому, что сегодняшняя тема, она встречается не только в машиностроении там, или электротехнике, она может встречаться в быту. Например, классический пример с наушниками. То есть мы видим то, что часть, которую мы вставляем в гнездо там мобильного устройства или там в колонки, ну, в общем, иными словами, в гнездо, оно сломано. Можно заменить просто отрезаем кусачками старую часть, припаиваем новую часть и радуемся. Ну и, естественно, знаменитая синяя лента. Кто знает, тот поймет. Пишите в комментарии, как вы поняли, синяя изолента. Вот, значит, что же такое пайка по сути? Пайка по сути это соединение двух и более различных металлов между собой путем добавления припоя, который имеет температуру плавления меньше, чем детали, которые будут припаиваться друг к другу. На подобную тему я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, ссылка будет в описании. Также хочу привести более наглядные примеры, где уже в машиностроении применяются. В машиностроении или техническом обслуживании автомобиля встречается при запайке радиаторов, то есть при пробоинах или трещинах. Но, естественно, находясь в нашем времени, вот особенно в нашем году, уже никто, скажем так, радиатор не запаивает, его проще купить новым. При запаивании пробоин в топливном баке, масляном бачке, в трубопроводе, ну, естественно, при ремонте электрооборудования может встречаться при пайке кабины или ее оперению. А также еще могут использовать пайку в кузовном или малярном деле. Ну тут уже, как сказать, что к чему относится. Речь идет о бампере. То есть бампер, большая часть, скажем так, даже большая часть ее целая, и где-то там, ну скажем так, процентов 10 от этой общей массы, ну там имеет какую-то небольшую трещинку, который можно заделать, или царапинку, ну в большинстве случаев трещинку. Так вот, берется паяльник, эта зона, получается, нагревается, туда ложат сеточку, ну такую небольшую специальную, с обратной стороны, разумеется, и все это дело напаивают, ну то есть как бы сращивают с собой. Ну и естественно потом те же операции с маляркой, о которых я буду рассказывать в своих будущих видео. Так что не забываем подписываться на канал. А вы занимались пайкой? Если да, то расскажите. Если нет, то почему? Тоже напишите об этом в комментарии. Очень будет интересно. Ну и что, собственно, хотелось бы сказать про пайку в целом. Поговорим о преимуществах и недостатках. Значит, начнем с недостатков. Потому что если вы сейчас скажете, если вам эти минусы будут, скажем так, невыгодны вообще, да, что даже плюсы их не перекроют, то лучше сразу останавливайтесь на этом моменте и закрывайте видео. А те, кто хотят узнать о преимуществах и недостатках пайки, то прошу слушать внимательно. Значит, начнем с минусов. Значит, первый минус и очевидный — это качество. То, что низкая прочность у пайки по сравнению со сваркой. Также на качество уже влияет. То есть до этого была прочность, а сейчас я буду говорить про качество самого процесса пайки. Значит, на качество работы влияет это наличие чистых металлов.
То есть и как сам металл, который вы будете спаивать, допустим, сталь и сталь, медь и медь. Это играет роль. И качество поверхности. Нужно заготовку очистить от пыли, грязи, примесей и так далее. Это я уже рассказывал, кстати, в слесарке. Видео тоже будет в описании. Значит, второе. Отсутствие окислов в припое за счет применения специальных флюсов. Вот, что такое флюсы припоя, я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, кстати, даже в двух из различных разделов. Материал, который он взаимодействует, это может быть как чугун и сталь, но это я имею в виду из разряда как черный металл, медь или алюминий, это как из цветных металлов. До этого времени видео. Теперь поговорим о плюсах. Значит, к плюсам можно отнести первое. Простое и доступное оборудование. Очевидно? Очевидно. Второе. Высокая производительность при низкой себестоимости. Поэтому наматываем все на ус, учимся паять. Можете начать с простых паек, там, наушников и развиваться. Это я сейчас предлагаю идею для учащихся школ. В принципе, это не такое опасное оборудование. В принципе, можно самому. Даже на уроках труда посвящают этому времени. Так что вы можете уже с этих пор, даже раньше, начать заниматься пайкой. Я вот лично, как сказать, вот лично сам вот интересуюсь, да. Я еще, как сказать, помню такие времена, когда нам рассказывают, что даже в школах был прям такой кружок радиолюбитель, там радиоэлектроник. Это вот был вот в таком доступе. Значит, третье. Это сохранение размер, форм, химического состава детали. Удобная в эксплуатации. То есть, если вы видели паяльник, то он, ну, грубо говоря, как ручка, ну, я имею в виду по габаритам, то есть лежит в руке. Очень удобно. Ну и пятое, как я уже говорил в определении, это возможность соединять пайкой детали различных материалов, как сталь или медь, то есть именно между собой, можно одинаковых и так далее. Вот, собственно, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Я считаю, этот урок был очень важен, очень интересен, очень полезен, поэтому пишите комментарии, если кому-то интересно, то поделитесь своими впечатлениями. Если есть замечания по видео, тоже пишите в комментариях. Может, у кого-то предложение о своей идее, пишите, давайте разберем. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, поставите колокольчик, подпишитесь на мой канал, комментарий. Пока что на этом все. Всем спасибо, до новых встреч!